Глава 8. Телец. Репродуктивный потенциал. Слово «телец» происходит от греческого слова «таврос», означающего «бык». Это второй знак зодиака. Это созвездие, в которое входят Плеяды и Геады. Повсеместно это созвездие представлялось в виде быка, и символически оно представлено рогами над кругом. В каждой цивилизации почитается божественный бык. Древние индийские мудрецы, которые считали Господа Шиву Махадевой великим богом, думали о быке Нанди как о средстве выражения Шивы. Для замужних женщин, желающих иметь потомство, поклонение Нанди имеет большое значение. На самом деле, любой, кто посещает шиваитский храм, должен должным образом поклониться быку Господа Шивы, прежде чем войти в святилище храма. Это проявление уважения и поклонения божественному быку действительно очень древнее. Терракотовые статуэтки из Мохенджо-Дара, цивилизации, существовавшей одновременно с цивилизацией Месопотамии и долины Нила, изображают богинь-матерей и образцы быка. В Мохенджо-Даро резные изображения быка на государственной печати демонстрируют очень высокую степень мастерства, которую ни в коем случае нельзя считать работой первобытного художника, а форма быка на печати соответствует высокосортному племенному поголовью. Даже минойцы Крита были одержимы быками, о чем свидетельствуют фрески в Кноссе. На этих фресках изображены минойские юноши и девушки, прыгающие между рогами быка и через его спину, что ясно указывает на то, что быки являются символическим представлением репродуктивного потенциала нации. Более глубокий смысл этой символики становится более ясным, если обратить внимание на типичную черту минойского алтаря, воздвигнутого по образцу рогов быка. Сходство между Нанди Шивы и минойским посвящением божественному быку не является надуманным. В Чаталхюеке в Анатолии также были обнаружены городские поселения эпохи неолита со святилищами, содержащими статуэтки, настенные росписи, содержащие ритуальные сцены с бычьими головами и рогами. Даже в Испании и Франции некоторые из древних рисунков изображают мистических быков. Наскальные рисунки Альтамира и Ласка, найденные на севере Испании и юге Франции, датируемые от 8000 лет до нашей эры, изображают животных, включая быков, в многозначительных позах, либо беременных, либо пронзенных копьем или дротиком. Эзотерический характер этих картин следует оценить, потому что эти картины обычно находятся на стенах и потолках пещер, труднодоступных и глубоко скрытых. Следовательно, эти пещеры должны были быть местами скрытых ритуалов. Подобные рисунки также были обнаружены в Иране, Алжире и некоторых других частях Африки. Обширные руины Персиполя, столицы ахеменидов юго-восточного Ирана, который был сожжен Александром Македонским, показывают крылатых быков, представленных в качестве духов-хранителей, выставленных на многих колонных залах, некоторые из которых достигали высоты 60 футов. В труднодоступном месте в Сахаре, Тассилии, примерно в 900 милях от Алжира, 8000-летние наскальные рисунки изображают гигантских мужчин со странными головами без шеи. Вероятно, это символическое изображение Венеры, дарующее все материальные богатства и удобства. Без этой божественной энергии цепи и круги божественного проявления не могут возникнуть. Это изначальная энергия, лежащая в основе всех форм творения. Это возможность, а не действительность творения. Направление этой потенциальной энергии задается другими силами, но эти силы были бы не действующими, если бы эта основная энергия не присутствовала. Именно по этой причине телец считается проводником Господа Шивы, а Господь является божественной силой, желающей пронизать весь космос, который может сделать это только с помощью своего тельца. Божественная воля может оплодотвориться только с помощью детородной силы, потому что в противном случае тому, что субъективно, не может быть придана форма, и потенциальная энергия не может быть преобразована в кинетическую энергию, чтобы проявить себя в мире проявления. В космогенезе телец по существу выступает за объективизацию и материализацию. Он представляет собой вторую стадию дифференциации. На этом уровне Акаша создается из изначальной сущности Мул-Пракрити. Акаша – это тончайшая единица материи, из которой состоит каждая форма творения. Это также то, в чем в конечном счете растворяется всякая форма творения. Дальнейшая интенсификация этой Акаши-татвы приводит к различным степеням плотности материи. На уровне Акаши происходит девственное ощущение, вызывающее многомерную рябь в океане Мул-Падартхи. Это начало проявленного сознания.
Это изначальный над, из которого происходят все другие формы созидательных звуковых вибраций. Не лишено значения и то, что древние провидцы считали это существование тельцом. Размышляя над этим изображением, приходишь к некоторым существенным чертам этого знака. Бык физически хорошо сложен. Он обладает огромными возможностями для разведения своего поголовья. В каком-то смысле это кладезь созидательной энергии. Сознание быка находится на физическом уровне. Он озабочен только своей сексуальной активностью, и как только его цель действия находится в поле зрения, он не заботится обо всем остальном. Даже рискуя великими испытаниями, он должен достичь своей цели. Но он не тратит впустую свою энергию. У людей это можно рассматривать как однонаправленный эгоизм. Основные характеристики тельца, как предполагается в астрологии, дают дополнительные подсказки. Телец считается женственным, земным и фиксированным. Деторождение – это сублимальная функция женщины. Женская природа пассивна, но полна желаний и эмоций, сосредоточенной на женской роли в творении. Сексуальная активность является высшей целью женского пола. Приземленность тельца относится к его нисходящему, то есть материально направленному движению. Этот знак приводит индивидуума к паврити марк, то есть к вовлеченности в материальные вещи. Основная природа тельца неподвижна. Она не приобрела никакого направления, которое действительно будет зависеть от других усилий. Это потенциальная энергия, то, как эта энергия может быть использована, будет зависеть от других факторов. Очевидно, что телец указывает на природу индивида, а не на его активность. Действительность действий будет зависеть от других планет и обстоятельств. Асцендент в Тельце нуждается в поддержке Меркурия для его плодоношения и направления его усилий. Говорят, что Телец – это род или орган речи Кала-Пуруши, который предполагает, что космический человек может выражать себя через Тельца, но Телец имеет близнецов и демов в качестве второго и пятых домов от него. Эти дома тесно связаны с деятельностью индивидуума, а Меркурий управляет умом. Энергия Тельца может быть хорошо направлена только под воздействием Меркурия. Неизбежность разума, направляющая таким образом изначальное побуждение к творению, становится совершенно очевидной. Этим же объясняется дружба между Венерой, управительницей Тельца, и Меркурием. Сама Венера является вдохновительницей паврити марк. Для асцендента в Тельце ожидается, что в жизни будет много счастливых происшествий, много достойных счастливых эпизодов. Это счастье или бесконфликтная жизнь является результатом нечувствительности к одухотворяющим силам жизни. Чем более эгоистичен, черствый и безбожен человек, тем больше он наслаждается счастьем. Это счастье, однако, будет материального типа. Марс имеет особое отношение с Тельцом. Марс управляет 12 и 7 домами. Это дома, которые создают осложнения в жизни. Для асцендентов в Тельце самая большая проблема исходит от Марса. Марс – планета индивидуальности, духовности, стремления к целенаправленным действиям, импульсивности и другим подобным тенденциям. Это черты, которые не соответствуют самой цели жизни Тельца. Те, кто принадлежит к асценденту Тельца, знают, как подчинить свою индивидуальность приобретению объектов своих усилий, будь то обладание противоположным полом или обществом, которое они хотят подчинить и которым они хотят управлять. У тельцов нет никаких взглядов, кроме тех, которые им нравятся. У них нет никакого достоинства, кроме того, чтобы наслаждаться своими завоеваниями. Марс не потерпит таких неблагородных поступков. Марс будет враждебен тельцам. Марсиане и тельцы принадлежат к противоположным лагерям. Венера, управитель тельца, считается врагом Марса. Сатурн является величайшим благодетелем этого знака. Сатурн управляет 9 и 10 домами у Тельца. Считается, что отношение между 9 и 10 домами является королевской комбинацией. Такое сочетание дает материальное изобилие. Взятый в метафизическом смысле, Сатурн представляет собой то состояние, когда духовные побуждения индивидуума завуалированы желанием развиваться в материальных обстоятельствах. Для любого другого знака, чья основная природа противостоит материализации и вовлеченности в мирские дела, влияние Сатурна не является хорошим. Но Телец – это, по сути, знак, который чувствует себя расширяющимся в материальности, ограничивая свою божественную потенцию. Поэтому Сатурн становится очень полезным для Тельца. Асцендент
в Тельце таким образом и имеет материалистически ориентированную жизнь, и Сатурн помогает ему в этом отношении. Луна имеет особое отношение с Тельцом. В индуистской мифологии говорится, что Господь Махадева имеет Тельца в качестве колесницы, но Луна также и помещается на его голову. Астрологически Луна экзальтирована в Тельце. Очевидно, что в этих двух отношениях есть какой-то эзотерический смысл. Луна владеет раком, который является третьим знаком. Луна тесно связана с эмоциями индивидуума. Эмоции могут быть разрушительным фактором в жизни человека. В Лагне Луна оказывает наиболее умиротворяющее воздействие. В Тельце Луна также подарит богатство. В Лагне Луна умиротворяет различные склонности человеческих побуждений и дает Тельцу правильное направление. Детородный потенциал асцендента в Тельце в таких случаях не будет направлен только на удовлетворение физических чувств. С экзальтированной Луной такой человек посвящал бы свои животные побуждения духовным целям. Произойдет сублимация его энергии, но Луна в его собственном доме может сделать человека импульсивным, вызвав несколько эмоциональных проблем. Даже Солнце, как управитель 4-го дома, не успокаивает эмоциональную природу человека, рожденного под этим знаком зодиака. Бессердечный, лживый и крайне эгоистичный для обеспечения объектов своего вожделения являются окончательными и отличительными чертами человека, у которого Солнце находится в 4-м доме. Очевидно, что индивидуум, одержимый в душе страстью, не сдерживаемый никаким юпитерианским влиянием и побуждаемый руководящей мотивацией к приобретению материальности, духовно туп и бесчувственен, эмоционально эгоцентричен и умственно лжив в стремлении получить объект своего желания. Такой человек, скорее всего, будет щедрым, когда его личные интересы не затрагиваются, или когда другой человек уже служил или может служить своей цели. Рожденные по знакам Тельцов легко выражают себя как нудисты, провокационные художники и танцоры. У них может быть хороший певческий голос, способный пробудить в окружающих животную страсть. Такие люди часто являются очень хорошими артистами. Они редко бывают духовными лидерами и аскетами. Стяжательские по темпераменту и эгоцентричные по натуре, они часто бессердечны в получении объектов своего желания. Они хороши до тех пор, пока их эго удовлетворено. Когда возможность такого удовлетворения исчезает, они либо ожесточаются, либо отдаляются. Их подход основан на подходе Фрейда, и они часто пытаются стать хорошими психологами. Что бы они ни приобрели в жизни, они способны хорошо проявить. По этой причине они могут преуспеть в качестве актеров и в рекламном бизнесе.